А сейчас я вам покажу настоящие сокровища, которые нам попались в одной из коробок в последнем привозе товара. Это была чья-то коллекция, все вещи аккуратно упакованы и подписаны. Вот такая милая фарфоровая кошечка. А вот какие замечательные часы. Это часы, у которых циферблат сделан из полудрагоценного камня агат. Это настольные часы, циферблат которых сделан на срезе агата. Основание часов выполнено из латуни. Очень интересные и необычные часы. На срезе камень в некоторых местах полупрозрачный. Это часы, которые могут стать ярким и стильным акцентом любого интерьера. Далее вот такой винтажный флакон от старинных духов, сделанный в городе Лимож, к сожалению без груши. Далее попалась вот такая вот винтажная, милая шкатулочка для украшений. Внутри лежали какие-то засушенные листики. Шкатулочка сверху посеребряная, внутри отделана красивым красным бархатом. Красивая, тонкая, изящная работа. В конце видео я вам покажу цены, по которым мы выставили эти вещи в нашем магазине Ресурсери. Далее вот такая милая латунная статуэтка собаки. Это 60-е годы. В интернете подобные статуэтки продают по цене 50-60 евро. Далее мы нашли вот такой блокнотик Пьер Карден оригинальный. Новый, без всяких записей. Далее мы обнаружили пакет с коллекцией разнообразных вееров. Вот такой роскошный вечерний веер. Далее вот такой ажурный деревянный, тоже красивый. Следующий японский веер 70-х годов, привезенный из Японии. Мы, кстати, нашли в этом коробке много вещей, на которых была бирка, что вещи, привезенные из поездки в Японию в 1977 году. И этот веер японский одна из таких вещей. Еще один веер в азиатском стиле, тоже, видимо, японский, но, к сожалению, он оказался поломанный. Далее нашли фигурку из черного мрамора в стиле инки ацтеки. Вот такой винтажный барометр в отличном рабочем состоянии. Не знаю, какие годы, кто знает, подскажите в комментариях. На мой взгляд, начало 20 века. Далее нашли вот такой интересный кортик для открытия писем. Скорее всего, это такой нож для открытия писем и корреспонденции. Красивая инкрустация лезвия. Ручка отделана перламутром. Далее нашли вот такую красивую шкатулку для хранения драгоценностей. Тоже 70-е годы, сделана в Японии. Шкатулка музыкальная. При открытии играет мелодия. Снизу вот находится такая ручка заводить механизм. Продали эту шкатулку в нашем магазине всего лишь за 2 евро. Еще масса всевозможных шкатулочек. Вот такие из натурального камня. Внутри находилась коллекция всевозможных ключей. Возможно, от квартир, в которых лежало много денег. Похоже, что шкатулка сделана из оникса, но не уверен, подскажите в комментарии. В коробке была еще куча всевозможных безделушек. Вот такие две прекрасные статуэтки. Вот такой винтажный паровозик, похож как на новогоднюю игрушку. Вы только взгляните на этот винтажный
Фарфоровый умывальник. Великолепная работа, ручная роспись. А вот еще раз покажу вам эту шкатулочку из оникса. Вот такой милый колокольчик. Тоже с красивой росписью. Было много вот таких маленьких расписных шкатулочек. Кстати, кто знает, напишите в комментарии, для чего они. Этих миниатюрных шкатулочек мы нашли целое множество. Вот такой подсвечник симпатичный. А вот взгляните, какая интересная миниатюрная ширмочка. Тоже подписано, что привезена из поездки в Японию в 1977 году. А еще среди множества великолепных вещей попались вот такие вот часы. Это часы французской компании Jazz, которая была основана в Париже в 1919 году и специализировалась на производстве часов, будильников и настенных часов. Это часы Афик в стиле офицерских транзисторных часов серии Jazz Electric Transistor с механизмом LR14 с батарейным питанием. Питается от одной батарейки. Эти часы были когда-то новинкой каталога Jazz от 1962 года в металлическом корпусе с ножками золотого цвета, серебряный и золотой декор циферблата, циферблат с римскими цифрами. К сожалению, часы оказались не в рабочем состоянии, у них отпала одна стрелка, стрелку я на место поставил, но сам механизм не работает. Еще в этой коробке находились вот такие вот замечательные часы Портик в стиле ампир из мрамора и позолоченной бронзы. На циферблате написано Ашаво, город Виши. Сделаны эти часы в стиле Людовика XVI. Это, на мой взгляд, примерно середина 19 века, 1840-е и 1860-е годы. Кто знает лучше, поправьте в комментариях. Сейчас я вам быстренько покажу, почем эти вещи мы выставили в нашем магазине Ressourcerie. Вот, к примеру, эти вееры по 4-5 евро. Мраморные статуэтки лошадей на заднем плане за 15. Это прекрасная шкатулочка посеребряная для украшений за 4 евро. Потом еще мы нашли вот в таком же стиле были набор из зеркальца, 2 расчески и щетка для одежды. Тоже цена по 2 по 1 евро. Вот такой срез агата за 2 евро. Нож для писем за 3 евро. Собачка бронзовая тоже за 3. Вот такая замечательная винтажная шкатулка для украшений за 10. Вазочка из оникса за 2. И вот рядом еще одна за 1 евро. Редкая старинная латунная лампа за 22 евро. Вот такая винтажная пудреница за 4 евро. Красивая изящная вещичка. Эту прекрасную шкатулочку из оникса выставили за 5 евро. Кстати, в интернете итальянские подобные шкатулки из оникса стоят от 50 до 150 евро. За 1 евро вот такая статуэтка на память о Польше. Вот такой еще у нас есть винтажный набор столовых ножей. Вот такой сегодня получился обзор интересных винтажных вещей, которые мы получили в последний раз. Это были настоящие находки, настоящие сокровища, потому что много всего интересного, изящного, утонченного. Вот такая, кстати, попалась марокканское блюдо для приготовления пищи, кстати, необычное.
В магазине мы выставили за 8 евро. Итак, если вам понравилось мое видео, ставьте обязательно лайк, делитесь с друзьями. Не забывайте подписываться на канал, если вам интересен подобный контент, винтажные вещи. На этом все. Всем пока. До новых встреч.